Всем привет! Меня зовут Виталик, и сегодня у нас по счету третий урок, в котором я расскажу, как нужно правильно держать смычок, а также поговорим о некоторых нюансах. Да чё его там держать-то? Просто берешь его и держишь. В чем проблема-то, я не понимаю. Нет, есть некоторые правила, которые помогут сделать это правильно и будет гораздо проще. Поэтому заставочка и погнали дальше. Итак, друзья, чтобы правильно научиться держать смычок, во-первых, не надо ловить какой-то дзен и думать о просветлении. И то, что все сразу быстро получится. Да, держать смычок далеко не просто, и нужно постоянно заниматься и совершенствовать свое мастерство. Но самое главное запомните, что все должно быть естественно, расслабленно, и ваша правая рука, особенно кисти, пальцы, должны быть совершенно свободны. И чтобы правильно взять смычок, я иногда своим ученикам советую почувствовать себя марионеткой, как вот в этом видео. Как видите, быть скрипачом это даже очень выгодно, и засосы будут не только на шее. Ну, если вы понимаете, о чем я говорю. Так, это все шутки шутками, но для чего я это советую? Для того, чтобы правильно почувствовать легкость в правой руке, просто представьте себя управляемой куклой, как будто вашу кисть привязали веревкой и подняли вверх. И при этом она висит легко и свободно. Ну и на полном расслабоне. Пока на расслабоне, на чиле. Да, вообще можете взять на заметку то, как живет Джиган, то, что на скрипке надо играть именно так же, чтобы ничего нигде не зажималось. Ну и теперь покажу, как нужно правильно в итоге взять смычок. Для начала возьмите смычок в левую руку, так же как я. Если вы вдруг там первый раз это делаете, правой рукой сделайте такое движение, как будто вы его начинаете гладить. И указательный палец остановите на металлической обмотке. А по отношению к горизонту трости смычка, остальные пальцы делайте немножко под 45 градусов, таким образом, чтобы вторая фаланга среднего пальца цеплялась к кожаной обмотке, а первая фаланга цеплялась уже к колодке. Вот еще раз проглаживаю, останавливаемся, дальше делаем немножко под 45 градусов. Далее большой палец мы цепляем правым краешком вот этому уголку колодки. Далее, после того, как мы образовали кольцо среднего, безымянного и большого пальца, мизинец уже по отношению ко всем пальцам мы ставим на трость. Где-то чуть дальше глазка вот этого. Ну и вот таким образом выглядит правильная постановка правой руки. Самое главное, не делайте вот такую ошибку. Вот когда вы возьмете смычок, бывает у некоторых начинают пальцы уезжать вверх, то это прям вообще катастрофа, это совершенно неправильно. Потому что это приведет к тому, что контроля смычка при игре потом будет вообще никакого. Так, не торопитесь выключать это видео, потому что я очень хочу рассказать о очень важных нюансах. Один из которых это ваш мизинец. Роль мизинца очень важна на смычке. По сути, это палец, благодаря которому вы удерживаете смычок на весу. И чтобы понять, какова роль мизинца, попробуйте взять смычок не у колодки, а где-то чуть ниже середины. Вот таким образом, без мизинца, то есть мизинец на трость не ставьте, удерживайте только за счет кольца. Поймайте баланс также, чтобы лево-право нигде не перевешивало, а затем попробуйте левой рукой смычок, просто начинаете потихоньку его сдвигать и видите, что происходит. Весь вес начинает уходить у нас к кончику смычка. И постепенно у колодки совсем ушел вниз. Вот для этого и нужен мизинец. Как только вы начинаете его ставить на трость, тем самым вы начинаете удерживать вес смычка и возвращать его в исходное положение. И благодаря мизинцу вы начинаете удерживать смычок на весу. Но есть самая распространенная ошибка. Если вы вдруг без мизинца можете удержать смычок вот таким вот образом, то это называется прищепка, и это прям катастрофа тоже. Старайтесь этого избегать. Да, поначалу это очень трудно, и ваш мизинец и его мышца будут дико болеть и дико напрягаться, но для этого придуманы некоторые упражнения, как его тренировать, о которых я вам сейчас расскажу. Первое упражнение называется качели, и выглядит оно вот так вот. Вы просто держите смычок и начинаете свой мизинец сгибать и разгибать. Тем самым начинаете качать мышцу мизинца.
прям как в спортзале. Но если поначалу дается трудно, то возьмите вес поменьше. Просто возьмите и перенесите руку к середине и качайте его там. И постепенно сдвигайтесь к колодке, тем самым увеличивая вес. Ну, сколько подходов делать, это уже на ваше усмотрение. Также советую выполнять еще вот такие вот упражнения. Это паучок на координацию пальцев. Просто перебирая пальцами до серединки и обратно. Самая сложность будет именно обратно. И еще вот такое вот упражнение советую. Просто прибирайте пальцами смычок к себе. Таким вот образом. Оно в дальнейшем поможет вам развить плавность и гибкость. И самый главный совет, который я хочу дать начинающему скрипачу. Как только вы приобретете скрипку, не начинайте на ней играть сразу. Не мучайте соседей. Потренируйте упражнения, о которых я вам рассказал. И как только усвоите их, и только тогда переходите к игре по открытым струнам и проработке правой руки. А об этом поговорим на следующем уроке. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить его. А также советую смотреть уроки по порядку. Всем пока-пока.